Уверен, что каждый из нас хоть раз видел фильм про нечеловеческое отношение надзирателей в мужских тюрьмах или слышал про условия содержания заключенных. Но задумывался ли кто-то о том, что происходит в женских колониях? Среди заключенных хорошей тактикой считается изуродовать свое же тело. Тогда можно попасть в лазарет на несколько дней, где будут давать успокоительное, от которого все время спишь, и дни летят незаметно. Так отзываются об одной из тюрем герои нашего сюжета, чью историю и общую картину их содержания мы вам покажем. Любителям пощекотать нервишки – Хинцеберг. Тюрьма, где отбывают наказания женщины, совершившие громкие преступления, которые обсуждали и до сих пор обсуждают. Здесь находятся самые жестокие представительницы слабого пола, получившие в том числе пожизненный срок. Заключенная по имени Юна получила пожизненный срок за убийство соперницы на почве ревности. Расчленила ее и потом по кусочкам вывозила в дамской сумке. Есть тут черная вдова, 48-летняя Карина Андре. Прикончила 2 мужей, одного из которых задушила веревкой, а второго сожгла заживо. За первое убийство ей дали 8 лет. Она отсидела их в другой тюрьме. При этом дважды нападала на сотрудников, а после освобождения совершила новое преступление. Самая опасная гангстерша в мире – Ла Чина. Уличные банды и наркокартели – главный бич латиноамериканских стран. Ла Чина – одна из известных главарей банды Дамасо, наводила ужас на местное население и жестоко расправлялась с противниками. Девушка известна тем, что похищала своих недругов, а затем подбрасывала их расчлененные тела к домам родственников. За 7 лет ее руководства группировкой количество убийств и похищений в штате Южная Нижняя Калифорния возросло в 3 раза. Когда из-за уровня агрессии и количества убийств Ла Чину попросили уйти из банды, она отказалась от предложения и переманила на свою сторону более 300 бойцов группировки. Самым авторитетным и сильным гангстерам она подарила целые мешки с кокаином. Ла Чина была арестована в августе 2016 года в международном аэропорту Лас-Кабос при попытке бежать из страны. Ей предъявили обвинения более чем в 150 убийствах. Ее доставили в тюрьму в Ла-Пасе. Суд приговорил Мелиссу к 893 годам лишения свободы по 150 убийствам в тюрьме строгого режима. О чем молчат тюрьмы? Процент заключенных в США выше, чем в любой другой стране мира. В период с 1980 по 2006 года количество женщин здесь выросло аж на 800%. Что касается убийц, то 90% женщин, осужденных за убийство мужчин, подвергались насилию с его стороны. В 30 штатах США всех заключенных во время родов приковывают наручниками. Это правило в свое время часто осуждалось Американским союзом гражданских свобод и различными организациями по здравоохранению. Растущее число женщин-заключенных показало, насколько была не готова система пенитенциарных учреждений к особенностям женского здоровья. Гинекологические обследования и маммография зачастую отсутствуют, что означает, что такие виды заболеваний, как рак шейки матки и рак груди, которые часто успешно лечатся на начальных стадиях, просто-напросто проходят незамеченными. Также здесь гораздо выше заболеваемость такими инфекционными заболеваниями, как ВИЧ и гепатит С, поскольку большинство женщин так или иначе были связаны в прошлом с проституцией или наркотиками. Кроме того, женщины более восприимчивы к таким заболеваниям, как варикозное расширение вен, запоры, анемии, инфекции мочевыводящих путей и мигрени. Ее Величество – тюрьма Бронсфилд. Наташа Чин умерла после того, как ее непрерывно рвало в течение 9 часов, и ей не была оказана медицинская помощь или назначенные лекарства. HMP Бронсфилд – крупнейшая женская тюрьма в Великобритании, вмещающая 527 заключенных. Единственная специальная построенная частная тюрьма исключительно для женщин в Великобритании и крупнейшая женская тюрьма в Европе. Заключенные мегатюрьмы говорят, что насилие в ее стенах является обычным явлением, и даже заявляют, что некоторым женщинам поливали лицо кипятком. Первые тюремные дни. Что происходит, когда вы впервые попадаете в тюрьму в качестве заключенного? Вполне естественно испытывать опасения и волнения по поводу того, что произойдет, если вам грозит первый тюремный срок. Первый шаг называется прием, когда вас официально введут в тюремную систему. Основной целью является сбор информации о вас, включая ваши потребности и потенциальные риски. Эта информация будет использоваться для определения вашего проживания и других услуг, которые могут вам потребоваться. В процессе приема вы пройдете медицинский осмотр, чтобы выявить любые неотложные медицинские проблемы.
Вас также тщательно обыщут, чтобы убедиться, что у вас нет запрещенных предметов, а ваши личные вещи будут проверены и зарегистрированы. Вы получите информацию о тюремных правилах и положениях, распорядке дня и доступных услугах и программах. Как только процесс приема завершится, вас направят в определенное крыло или подразделение тюрьмы. Вы получите основные предметы гигиены, постельное белье и камеру. Если у вас есть сокамерник, вы познакомитесь с ним на этом этапе. Пропущенные сигналы. Элизабет Ветлауфер – женщина с некоторыми проблемами психического здоровья. Ей поставили диагноз пограничного расстройства личности, серьезного заболевания, которое включает импульсивность, гнев, беспокойство и резкие перепады настроения. Элизабет Ветлауфер родилась в Вудстоке, Онтарио. Она стала дипломированной медсестрой, а в 1995 году ее взяли на работу в районную больницу Джералтон на севере Онтарио. Незадолго до Рождества 2007 года она убила свою первую жертву – 84-летнего Мориса Мо Граната. Его смерть не вызвала опасений. Он был хилым стариком, и немощные старики все время умирают в домах престарелых. Затем была 87-летняя Глэдис Миллард и 95-летняя Хелен Мэттисон. И так продолжалось, пока она не убила 7 пациентов и не попыталась убить 2 других. На протяжении всей этой печальной саги никто ничего плохого не замечал. Сигналов было много, но их проигнорировали. Старики умирают, такое бывает. Элизабет Ветлауфер могла бы продолжать убивать людей, находящихся на ее попечении, если бы сама не положила этому конец. Она призналась персоналу, что убивает пациентов, и, наконец, кто-то послушал. Была вызвана полиция, и Ветлауфер было предъявлено обвинение по 8 пунктам обвинения в убийстве, 4 пунктам обвинения в покушении на убийство и 2 из нападений при отягчающих обстоятельствах. Она признала себя виновной и получила пожизненное заключение, которое в Канаде составляет 25 лет. 1 июня 2017 года Ветлауфер признала свою вину по всем пунктам обвинения и 26 июня того же года была приговорена к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение в течение 25 лет. До марта 2018 года отбывала наказание в исправительном учреждении для женщин Grand Valley Institution for Women в городе Китченер, Онтарио, Канада. Однако затем была переведена в тюремную больницу при одном из исправительных учреждений Монреаля для оказания медицинской помощи в связи с обострившимся сахарным диабетом. ГУЛАГ – родина нашего страха. Пожалуй, в числе известных мест лишения не только свободы, но и человеческих жизней во всем мире был ГУЛАГ. Не приходится говорить об условиях, регулярном физическом насилии со стороны надзирателей, голоде и холоде этого не столь отдаленного места. По сей день остаются в живых люди и существуют газетные хроники, которые своими рассказами и пожелтевшими чернилами вызывают дрожь в коленках от воспоминаний минувших дней. Когда каторжанок привозили в лагерь, их отправляли в баню, где раздетых женщин разглядывали как товар. Будет ли вода в бане или нет, но осмотр на вшивость обязателен. Затем мужчины, работники лагеря, становятся по сторонам узкого коридора, а новоприбывших женщин пускают по этому коридору голыми. Потом между мужчинами решается, кто кого берет. Огромная вывеска на въезде в лагерь. Кто не был, тот будет. Кто был, не забудет. Если кто-либо из лагерной администрации просил молодую симпатичную каторжанку из вновь прибывших, он говорил охраннику: «Приведи мне рублевую». Так на сленге звучала оценка годности параметров девушки. Как сейчас бы поставили лайк, дизлайк или написали коммент. Изнасилование как неотъемлемая часть существования. В идеальном мире охранники и обслуживающий персонал женских тюрем – женщины. К сожалению, в нашей реальности около 40% охранников в женских тюрьмах – мужчины. Это означает, что такие нарушения, как избиение и изнасилование, необычайно распространены. Одна из самых печально известных тюрем – тюрьма Джулия Татвайлер в штате Алабама. Более трети всех сотрудников этой тюрьмы имела половые контакты с заключенными, зачастую в обмен на такие вещи, как сигареты и предметы туалета. В то время как тюрьмы Запада вряд ли привлекут ваше внимание, то что уж говорить о таких местах, как Южная Африка. Здесь находится одна из самых жутких женских тюрем планеты. Бывшие заключенные описывали сцены, как десятки людей находятся в камере с одной душевой кабинкой, раковиной и туалетом, что неминуемо приводит к насилию, которое охранники даже не стремятся контролировать. В Греции, которая является частью Европейского Союза, условия немногим лучше.
В женской тюрьме в Фивах очень часто проводится полный обыск заключенных, обыскивают все, включая вагину. Тех, кто отказывается повиноваться и проходить эту унизительную процедуру, закрывают в одиночной камере и кормят слабительным до тех пор, пока не убедятся, что они ничего не скрывают. Несмотря на то, что официально считается, что такая практика уже устарела, такие сцены еще могут застать наблюдатели от Европейского комитета по предупреждению пыток. Кстати, у нас есть еще ролики про тюрьмы. Там рассказывают о том, о чем вы даже подумать не могли. Интересно? Смотрите на нашем канале. ИК-13. Готовы прогуляться по пределу нечеловеческого отношения и притеснению гражданских прав? Добро пожаловать в Мордовию. ИК-13. Здесь женщины подвергаются избиениям и издевательствам, если отказываются работать за швейным станком. По словам отбывавших в ИК-13 тюремный срок, в карцере сотрудники администрации избивали осужденных не только за отказ трудиться, но и за плохие результаты в работе. Многих арестанток еще в СИЗО начинают пугать душераздирающие истории беременной женщины, у которой не получалось качественно сшить полицейскую униформу, и за это она была подвержена издевательствам. История на самом деле реальная, причем надзиратели не понесли никакого наказания. Многие женщины в колонии вынуждены терпеть, практикуется доведение до суицида. Среди заключенных хорошей тактикой считается изуродовать свое же тело. Тогда можно попасть в лазарет на несколько дней, где будут давать успокоительное, от которого все время спишь, и дни летят незаметно. Хуже всех в российской колонии строгого режима приходится женщинам, в обвинительном заключении которых фигурирует утрата ребенка. Детоубийцы считаются самой низшей кастой, поэтому, согласно статистике, почти никто из них не доживает до освобождения. Сокамерницы хладнокровно избивают их. Администрация колонии не только не предотвращает подобные инциденты, но и сама активно принимает участие в подобных воспитательных мероприятиях. Не знаю, как выжила. В декабре 2018 года россиянку Миру Терадо арестовали по просьбе властей США в аэропорту финского города Ванта, когда она летела транзитом из Санкт-Петербурга в Испанию. Затем было продолжительное ожидание в местной тюрьме и депортация в Америку, где она побывала в настоящем пыточном блоке. Если вы до сих пор считаете все истории высосанные из пальца и додуманные диванными критиками, то вот вам несколько историй о нашей третьей героине сюжета. Когда от обилия антисанитарии у заключенных в мужской тюрьме Ванта началось загноение глаза, она лечилась самостоятельно, прикладывая чайные пакетики. Сон также не обещал быть глубоким, так как спят заключенные на бетонных тумбах и на прогулки не выходят. А для снижения либидо жителям тюрьмы предлагают лекарства, после которых вместе с калом выделяется кровь. Помимо отсутствия медицинской помощи, в холодное время года могло внезапно отключиться отопление, пропасть электричество. В период дождей камеру топило, из отхожего места поднимались фекалии. Никто ничего не предпринимал. Также россиянку беспокоила ситуация с ногой. Ей необходима была операция. По словам женщины, представительство России в Америке говорило о необходимости лечения, однако оно не предоставлялось. У заключенной забрали даже лекарства. Постоянно жизнь на грани. Каждый из нас, возможно, слабо представляет, какой контингент содержится в женских тюрьмах и как на них влияет окружение и обстановка, так как многие живут лучшей жизнью. Кушают, когда хотят, гуляют, когда хотят, могут вызвать скорую, когда этого потребует здоровье. Должны ли заключенные жить хуже или, по крайней мере, не иметь закрытых базовых потребностей? Суть каждого исправительного учреждения изначально – это перевоспитать и скорректировать траекторию движения конкретной личности. Есть женщины, которые не умеют читать, некоторых даже не научили принимать душ. Они приходят сюда, и их лишают достоинства. Они не могут даже сходить в туалет без присмотра персонала мужского пола. Вы можете так привыкнуть к потере достоинства, что ваши стандарты просто исчезнут. Трудно объяснить, насколько унизительна тюрьма тому, кто никогда в ней не был. Вам говорят, когда просыпаться, когда можно купаться, когда можно чистить зубы. Вы стоите в течение 20 минут, ожидая, пока дверь откроется, чтобы вы могли пройти в очередь и пойти поесть. У вас есть 3 минуты, чтобы сгрести еду, а затем вы снова стоите в этой очереди и ждете, пока дверь снова откроется, чтобы вы могли убрать свои вещи. Много душевной боли, много преступлений, много насилия и хаоса. Втиснувшись в здание с 200 женщинами, вы получаете 200 различных видов культурного наследия, этики, убеждений, взглядов и эмоций. У вас есть 200 различных способов обработки эмоций. Лунцюани – категория пыток. В тюрьме Лунцюани, находящейся в городе Чэнду,
Администрация приучает заключенных к покорности, отбирая у них одежду. Все дамы, попадающие в заключение в эту тюрьму, расположенную в провинции Сычуань в городе Чэнду, подвергаются 3-месячному периоду особого строгого режима, суть которого заключается в тотальной изоляции. Нельзя не только видеться с родственниками, но даже выходить из камеры. Однако администрация тюрьмы не гнушается и банальных методов издевательств. Подвешивание за наручники, избиение, обливание ледяной водой и даже лишение сна. Последний вид пытки может продолжаться несколько суток. В камеру приходят 2 надзирателей и следят за тем, чтобы жертва не ложилась на койку и не закрывала глаза. В противном случае следует удар дубинкой. Затем Вертухаев сменяет новая пара дежурных, и мучения заключенной продолжаются. Нередко объекты пыток уже на 2-й день теряют сознание. Стоит ли говорить о колоссальном вреде для здоровья и нервной системы, которые приносят такие методы воспитания? Что предпринимают мировые сообщества и государственные деятели? Меняется ли ситуация к лучшему из года в год? Статистика показывает, что нет. Стоит ли надеяться на то, что появится больше активистов за права женщин, а государственные организации примутся выполнять свою работу? Можем только догадываться и наблюдать за картиной со стороны, но непереоценимо важно говорить об этом, использовать все преимущества текущего медиапространства, когда тебя могут услышать и понять люди на разных континентах с разными материальными и нематериальными возможностями. Обсуждая весь кринж, который наблюдаем в обществе, мы создаем некую ступеньку, по которой проще подняться другим. А ответственные за данное мероприятие не смогут пройти мимо, когда эта ступенька начнет возвышаться до самого неба. Именно тогда произойдут изменения. Спасибо всем за то, что смотрели нас. Будьте внимательны и добры к людям вокруг. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока!